Это снова Илья. В одном из комментариев под моим видео про непопулярный контент меня попросили конкретизировать понятие контента, да, которое я использовал в этом видео. И для меня это оказалось довольно интересной и одновременно сложной задачей, потому как для меня это понятие многокомпонентно, так скажем. Тем более, если речь идет об интернет-контенте, цифровая специфика, в кавычках, которого делает его же определение весьма занимательной задачей. Подзаголовок. Легче сказать, что я не считаю контентом. В моем случае для конкретизации понятия контента легче сказать, что я не считаю контентом. Допустим, я не считаю контентом свои стихи, которые набирают по несколько десятков просмотров за несколько лет на одном из поэтических сайтов, где я их публикую. Но я не говорю о таком количестве просмотров моих стихов в негативной коннотации, потому как малое количество просмотров для меня в этом случае не является мерилом чего-либо хорошего или плохого. Скорее, большое количество просмотров побудило бы меня задуматься, что я вообще такое написал. Равно как и малое количество просмотров не является мерилом чего-то хорошего. Просто в случае написания стихов речь идет о моем непосредственном самовыражении. О том, что непосредственно отражает жизнь души. Подзаголовок. Массовый контент. Понятное дело, что в случае с массовым контентом навряд ли смысловое содержимое будет превалировать для его потребителя. Даже само слово «потребление» означает удовлетворение некой базовой потребности. Но информационный контент, если он удовлетворяет базовую потребность, он не может претендовать на выход за инстинктивные рамки своего потребителя. Это своего рода бессмысленное пойло, имеющее смысл для своего потребителя просто в силу отсутствия у него мышления. Этот контент как бы создается сам для своей аудитории, под ее инстинктивные потребности. К массовому контенту можно отнести различные телешоу, интернет-каналы про путешествия и так далее. То есть массовый контент – это контент, который не несет в себе никакой мысли. Хотя как раз-таки через массовый контент могут делаться, в кавычках, идеологические прививки его пользователям. Потому как массовый потребитель всеяден, и он не заметит ничего несъедобного в продукте, который подан в красивой, отвлекающей его от причинно-следственных связей упаковке. На самом деле, в данном случае понятие «массовый потребитель» не используется в негативной коннотации, потому как массовый контент создается именно под массового, неизбирательного потребителя. Контент – это в первую очередь содержимое. Само слово «контент» означает некое содержимое, ради которого человек его потребляет. И весь вопрос лишь в том, что дает контент потребляющему его. Ведь воздействие контента может измеряться не только тем, какое воздействие он оказывает на человека с точки зрения его субъективного восприятия, но и с точки зрения того, кто создавал этот контент, в случае, если он создавал его с определенной идейной целью. Маркетинг
маркетинг как пример использования целевого контента. В случае с маркетингом мы можем увидеть реальный пример целевого контента. Хотя такой контент сложно назвать контентом, потому как само его содержимое лишено смысла, но оно имеет цель создание определенного представления об образе современного человека. И это, похоже, есть его основной смысл. Неандерталец не перестает быть неандертальцем, если он просто приобретает гаджет, работающий под управлением операционной системы, состоящей из десятков миллионов строк программного кода. Он вообще понятия не имеет, как работает этот гаджет. Да ему и не нужно этого знать. Ведь те операции, ради которых он покупает этот гаджет, не сильно перегружены по смыслу, как, например, колка орехов камнем. Хотя колка орехов камнем является более практически осмысленным действием, чем тыканье пальцем в иноземное устройство.